Амиран, ты силач? Ой, как ты умеешь на тренировке. Вот это да, какой ты сильный. Я в шоке. Это ж надо. Это для взрослых вообще тренажер, а не для детей. Я взрослый. Ты взрослый? Да, я взрослый. Я не могу. Ну все, хватит. Потренировался достаточно. Не так. Держит же, держит. Все, хватит, Амиран. Так, я вышла. У нас вообще прекрасная погода. Поют птички. Сегодня еще теплее, чем вчера. Сейчас проходила мимо меня две женщины. Одна другой говорит: да как же такое может быть? Ноябрь месяц на носу, а так вообще тепло. Такое бывает? Завтра ноябрь, а у нас тепло, как будто сейчас середина, ну или 20 числа сентября. Так вот тепло, хорошо, прекрасная погода, щебечут птицы. И я вышла за посылкой. Сейчас узнаете, за какой, и узнаете, почему забрать ее нужно было именно сегодня, безотлагательно. Пойдемте. Это на новой почте. Выбора у меня не было. Надо было идти. Кто сильно переживает, что я заражаю людей, не переживайте, я хожу в маске на почту, в магазины, везде. Так, я забрала посылку. Сейчас я вам расскажу, что же это за посылка. Это посылка для Норы, от Нориной подруги Роксоланы. Я думаю, Нора не расстроится, что я вам немножко приоткрою тайну, но я думаю, это будет интересно. В общем, они сегодня Хэллоуин. Я Хэллоуин не праздную, но дети в Украине его не то чтобы празднуют. Нора сейчас заболела очень сильно, но они договорились с ее подругой, со Львова, Роксоланой, отправить друг другу подарочки. Нора отправила ей подарочек тоже, он уже тоже доставлен на почту к Роксолане во Львов. И, возможно, она даже уже забрала эту посылку, они там договорились одновременно открыть, распечатать друг другу, я не знаю, что там, какие-то вкусняшки, какие-то подарочки. В общем, хоть что-то Норочку, естественно, порадует сегодня. Нора ей тоже отправила, вот такой обмен. Еще они с радостью бы обменялись посылками, у Норы еще есть подруга Настя, она живет в Москве, они бы тоже с радостью обменялись друг с другом посылками на Хэллоуин, но друг другу невозможно сейчас отправить из Москвы в Харьков, а из Харькова в Москву, учитывая все происходящее. Дети не могут отправить друг другу посылки. Вот так вот дети друг с другом общаются, все хорошо. Люди друг с другом общаются, все хорошо. Не хочу на эту тему говорить, но просто все вокруг только говорят, что происходит. Почему война, если простые люди не желают друг другу зла? Не хочу, потому что сейчас опять начну эту тему развивать. Я думаю, все и так зрители прекрасно понимают все происходящее. Сейчас начну развивать эту тему, да, и только выгребу от хейтеров и от ботов. Так. Я не знаю, у меня, несмотря на то, что у меня болит горло, несмотря на то, что еще раз скажу, я хожу в маске, если я хожу в общественные места, в супермаркеты, захожу в маске, поэтому не надо мне писать, что я хожу в аптеку, распространяю микробы и бактерии. Я сама всегда очень скептически отношусь к тем людям, кто ходят по городу и распространяет микробы. Ходить надо в маске. И когда, вспомните, кстати, когда я ходила в маске, одевала маску на видео, все мне говорили: а чего ты в маске? У вас что за бред? Масочный режим отменили? Нет, ребят, масочный режим отменили, но когда мы разговариваем, естественно, микрочастички слюны все равно попадают в воздух, поэтому я призываю, естественно, носить маску, если вы чувствуете какое-то недомогание, а вам надо выйти куда-то в люди. Но если это открытое пространство на улице, то можно просто соблюдать дистанцию пару метров, этого достаточно.
На улице маска не нужна при общении. Вот кто спрашивает, как я вчера общалась с Амираном, я его не целовала. Я не приближалась близко. Я отдала машинку, мы на расстоянии поговорили. Естественно, что если вы соблюдаете дистанцию, в общем, я сейчас не буду читать лекции медицинские, я не медик, канал не медицинский. Просто я знаю, что я вчера почитала комментарии. Еще хочу сказать огромное спасибо за ваши теплые слова, за ваши хорошие комментарии, за слова поддержки, которые вы мне пишете регулярно на канале. Огромнейшее вам за это спасибо. Действительно, это играет немаловажное значение в моей жизни. Боже, здесь вовсю цветет жасмин. А это нормально, скажите мне? Так и должно быть? Жасмин должен вот так вот цвести почти в ноябре. Смотрите, какая красота. Это же жасмин. Все правильно я говорю. Ну вот эти вот, я не знаю, как бы цветет, не цветет, но вот эти вот жасминовые ягодки, цветочки, они присутствуют. У нас сейчас воздушная тревога. Не знаю, будет слышно, не слышно на видео. Так, мой голос оставляет желать лучшего. Я не могу нарадоваться солнцу. Какая прекрасная погода. Амиран с бабушкой отправились в парк. У нас здесь тревога все время кричит, что бешеная. Это ненормально. Это нормально, когда вот так орет тревога? Вот скажите мне кто-то. Так, я вышла. Иду навстречу. У меня сейчас встреча с моей знакомой на соседней улице. Вот так вот. Далеко, чтобы не ходить. Но мы собирались встретиться еще в понедельник. Нет, в воскресенье. Мы собирались встретиться еще в воскресенье, а я немного ж приболела. Так, чем мне нравится Москалевка? Москалевка мне нравится тем, там кто-то меня вчера в комментариях об этом спрашивал, что ой, все такое убитое, страшное. Понимаете, здесь же основная масса застроек дореволюционные, старые дома. Все атмосферно. Старая мощеная дорога местами. Местами, кстати, еще раз повторюсь, кто не смотрел мои предыдущие видео, нам делали очень хорошую реконструкцию Москалевки. Делали крыши, делали фасады домов. В 2018 году, если я не ошибаюсь. Здесь, кстати, была речка, которая высохла. Нетич. Река Нетич. Ну и все. Река высохла. Вот все, что от нее осталось. Жалко, конечно. Там он еще ива такая вдоль реки росла. Все. Чего теперь нет? Так вот. Если бы продолжили по плану делать Москалевку, если бы тогда не начался коронавирус, не умер Кернес, не началась война, в общем, если бы да кабы, у нас было бы прекрасная улица такая, какая она должна быть, потому что это улица, это не улица, это район. Сейчас просто опять вижу, что люди идут, смотрят, что я снимаю. Ну да ладно. Район достоин быть красивым. Ну что, здесь жили, кстати, посмотрите мои предыдущие передачи за 2022 год. Я рассказывала, какие выдающиеся люди, личности проживали на Москалевке. Ну все, меня уже ждут. Так, теперь покажу, что же я приобрела сегодня. Это дореволюционное товарищество Кузнецова в Москве.
Такое блюдечко. К сожалению, оно все битое, перебитое. Но я беру такие вещи в свою коллекцию инвалидов. Кто видел, у меня стоит такая витрина с битыми статуэтками, битыми интересными вещами. Посмотрите. Свидание Александра I с Наполеоном. Тильвите. Ой, у меня улетела. Ой, какая вам тут показываю. Тильвите. Была бы она целая, да? Как я люблю такие вещи. Тогда была серия в 1912 году к столетию войны Наполеоновской, которая в 1812 была. В общем, в 1912 к столетию войны Кузнецов выпустил такие различные предметы памятные с Наполеоном и с той войной, и с императором, с Александром Первым. В общем, красота. И смотрите, что же подарила. Сейчас вам покажу. Подарила Людмила Георгиевна. Я не ожидала, сейчас Ромас там будет пищать. Догадайтесь с 3 раз, что же это будет. Смотрите, какая красота. Это Пушкин. Пушкин. Для Ромаза новый экспонат в коллекцию. Пушкин, он сейчас будет счастлив, рад и счастлив. Скажет, наконец-то мой Пушкин. Каждый раз, как кто-то приносит Пушкина, ну и либо там Ромазу кто-то приносит купить, подарить, либо мне. Ну, это конкретно подарок. То, в общем, радости будет. Я думаю, может быть, посмотрите на канале Ромаза. Что-то, я думаю, 100% скажет, что ему сегодня Пушкина подарили.